Собака бросилась в бушующую реку, чтобы спасти тонущего тигренка. Но то, что дальше сделали тигры, просто невероятно. Рейнджер Алексей Воронцов провел больше 3 десятков лет среди бескрайних просторов тайги на Дальнем Востоке. Для него лес и горы были не просто работой. Это был дом, храм и школа одновременно. Он знал каждое дерево на своей территории, каждую тропинку и каждый звук ночного леса. Его постоянный спутник, белый лабрадор по кличке Айс, был не просто собакой, а вторым «я», плечом, на которое можно было опереться в трудные минуты. Айс родился на окраине поселка, когда Алексей еще служил в молодости. С тех пор их судьбы переплелись. Белая шерсть, энергичный бег, умный взгляд и абсолютная преданность хозяину. В будние дни они патрулировали старые тропы, отмечали следы лосей и медведей, проверяли охраняемые участки, где люди не должны оставлять следы. Алексей записывал наблюдения в изношенный блокнот, а Айс, словно понимая важность задания, осторожно двигался рядом, нюхая землю и прислушиваясь к шорохам. Часто на рассвете они останавливались у маленького пригорка и наблюдали, как туман поднимается с речки. Это был их ритуал. Чашка чая, тишина и разговоры о мире, который они старались сохранять. Но несколько недель подряд не перестававший дождь изменил привычный мир. Серые облака опустились низко, накрыв сопки. Ручьи превратились в тяжелые и быстрые потоки. Земля на склонах размывалась, дороги становились непроходимыми, а маленькие тропинки исчезали под мутной водой. Район, где Алексей патрулировал, огромный, иногда неприветливый мир, оказался под испытанием стихии. Команда рейнджеров была разделена на группы, чтобы как можно быстрее оценить ущерб, помочь лесным обитателям, найти поваленные деревья, проверить, не затоплены ли охраняемые участки. Каждый рейд был одновременно необходим и опасен. Алексей вел старенький внедорожник, который уже давно стал частью его жизни. В нем были карты, аптечка, старая веревка и запас сухого корма для диких хищников в экстренных случаях. Мотор рычал, дворники едва справлялись с потоками дождя, а Айс сидел на заднем сиденье, уши настороженно торчали. Он наблюдал за рекой, которая в обычное время была неспокойным, но безобидным течением. В тот день река шла иначе. Ее поверхность рябила, словно она была в бешеном гневе, и каждый осколок ветки и каждый камень становился частью ее ожесточенного потока. Гром гремел все ближе. Молнии разрезали небо, освещая линию дальнего леса. Ветер выл и рвал ветви, заставляя чадить окна машины. Алексей скручивал руль, прислушивался к каждому звуку, когда Айс резко поднялся и залаял, упираясь носом в боковое окно, словно заметил то, что было сокрыто в сером мареве дождя. Этот лай был не игривым. Он был тревожным, настойчивым и требовательным. «Что ты видишь, мальчик?» — прошептал Алексей, нажимая на тормоз и высовываясь из окна. Но за стеклом было лишь бурлящий поток. И все же собака знала. В ее мире нюха и слуха есть то, чего человеку не дано разглядеть в дождевой мгле. Айс рывком вырвался из машины. Он пронесся по мокрой почве, как стрела, к краю береговой стенки и, не теряя ни секунды, нырнул в реку. Алексей в этот момент ощутил, как сердце пропустило удар. Он крикнул, звал пса назад, ощущая, как страх сковывает голос, но белая фигура уже исчезла в бурлящем потоке. Подбежав к берегу, Алексей увидел в водовороте нечто полосатое, маленькое и сражающееся за жизнь. Это был тигренок. Еще юный, ракурс его тела выдавливал волны. Он боролся, издавая слабые сиплые звуки, которые едва долетали до берега. Хорошо натренированный глаз Алексея сразу понял. Если сейчас не вмешаться, малыш не выдержит. Сердце его сжалось, но он понимал, что пока есть Айс, шанс велик. Айс плыл к тигренку,
режущими ударами лап прорезая текучую стихию. Волна за волной сбивала его, но собака не отступала. Он добрался до малыша, вцепился зубами в загривок. Это был автоматический инстинктивный захват, рассчитанный на то, чтобы не навредить, но удержать. Стихия бросала их в стороны, тянула под воду, но белая собака гребла и напрягала мышцы. И, наконец, при поддержке удачного заворота течения и криков Алексея, им удалось вырваться из водоворота и подойти к скользкому берегу. На берегу Алексей, содрогаясь от холода и адреналина, схватил их обоих, собаку, дрожащую и задыхающуюся, и тигренка, едва дремающего в его руках. Белый лабрадор не отпускал челюсти, пока малыш не оказался в безопасности на суше. Сердце Алексея громко колотилось, в его ушах стоял звук дождя, но в тот момент в нем слышался преимущественно один другой стук — ритм спасенной жизни. Он завернул обоих в полотенце, которое в спешке было в машине, и помчался в сторону ближайшего реабилитационного центра, держа курс, где ветер и дождь давали передышку от своих яростей. Сумасшедшая скорость, скользкие дороги и мысли о том, что могло быть, если бы Айс не заметил, все это переполняло его сознание. В реабилитационном центре встретили их срочно. Ветеринары приняли тигренка, очистили его от ила и веток, проверили сердце и легкие, сделали рентген, оценили возможные травмы. Тигренок тихо стонал, потом открыл глаза, моргнул, и в этот момент вся команда вздохнула с облегчением. Айс тоже был осмотрен. Царапины, слабость, возможное переохлаждение, но главное, не было серьезных травм. Врач сказал: он перенес гипотермию и сильный стресс, но при правильном уходе будет жить. В ближайшие дни ему нужна будет спокойная атмосфера, тепло и устойчивое питание. Алексей, дрожа от волнения, прикоснулся к голове Айса и прошептал «Молодец». Ему предложили остаться рядом, и он не мог отказаться. Он знал, что тигренок не домашний питомец, но его судьба теперь была в руках людей, для которых важнейшим было сохранить дикую сущность малыша и подготовить его к возвращению в природу. Ему поручили заботу о тигренке в полудиких условиях. Это означало, что Алексей проводил с ним часы, но при этом не одомашнивал его, не приучал к близкому человеческому контакту слишком сильно. Это был тонкий баланс — дать безопасность, но не лишить инстинктов. Первые дни проходили тяжело. Малыш дрожал, прятался в уголке вольера, глаза его светились испуганным блеском. Но Айс, как будто понимая свою миссию, спокойно лежал рядом, издавая глубокие, мягкие звуки. Его присутствие подействовало как природный терапевт. Тигренок сначала осторожно подходил, понюхал пса, потом потерся головой о его белую шерсть. И этот жест, столь простой, стал началом большой дружбы. С каждым днем тигренок набирал силы. Он стал бегать по траве, учился выполнять игровые прыжки, которые были одновременно и развлечением, и тренировкой охотничьих навыков. Алексей вместе с командой ветеринаров и специалистов по реабилитации разработал план. Постепенная социализация с ограниченными человеческими контактами, тренировки на развитие реакции и силы, введение питания, близкого к природному. Айс всегда был рядом, но в стороне он не мешал, но его присутствие давало чувство безопасности. Иногда он лаять, подбадривая малыша, заставляя его не отступать перед трудностями. Тигренок учился охотиться за подвешенной приманкой, тренировался в преследовании, учился ориентироваться по звуку. Каждый прогресс Алексей записывал в дневник. Вес, аппетит, реакция на шум, настроение, качество сна. Он понимал, что однажды придет время расставания, и хотел, чтобы малыш ушел в дикую природу с шансом на выживание. В центре время шло. Тигренок подрос, его полосы становились более выраженными, глаза ярче. Между ним и Айсом образовалась настоящая связь.
Они бегали по двору, играли в догонялки и закапывали косточки вместе. Пусть это и были разные ритуалы для разных видов. Ночами, когда налетал холодный ветер, Алексей видел их свернувшимися рядом, как родные братья. Он все чаще ловил себя на мысли. Айс стал больше, чем питомцем. Он стал частью дикой природы, которую они охраняли. Прошел год. Тигренок окреп, вырос. Его походка стала величественной, его инстинкты — острыми. Наступил момент, которого боятся все, кто привязывается к подопечным. День выпуска. Команда подготовила план. Выбрать удаленный район, где была вероятность успешной адаптации. Предгорья, заросшие экосистемой, богатой дичью и укромными местами для уединения. Была подготовлена машина, документы, ветеринары, связи с местными наблюдателями за дикой природой. В день выпуска Алексей привел Айса. Белый лабрадор тут же начал облизывать морду тигренка, как бы желая передать ему последний заряд тепла. Тигренок тоже терся о Айса, и в этот момент их жесты говорили больше, чем любые слова. «Мы сделали все, что могли», — прошептал Алексей, гладя плечи Айса. «Живи свободно». Тигренок оглянулся перед входом в клетку. Его взгляд был долгим, будто он хотел запомнить лицо каждого, кто помог ему. Дверь открыли, и малыш шагнул внутрь. Сначала он стоял неловко, прислушиваясь к ветру, затем сделал глубокий вдох свободы и рванул вперед. Его рев, могучий, молодой, но сильный, разнесся эхом по долине. Он исчез среди высокой травы и леса, оставив за собой ощущение надежды. Айс сидел рядом с Алексеем и громко залаял. Был это лай радости, прощания или крик, указывающий на связь между природой и человеком. Теперь было не так уж важно. Алексей положил руку на спину пса и прошептал: «Мы подарили ему жизнь». Несколько последующих недель команда мониторила район выпуска. Были получены сообщения о тигре, который уверенно охотился и передвигался в сторону густых лесов. Иногда на камерах-ловушках появлялись изображения полосатой фигуры, сильной, уверенной. Эхо рёва в долине иногда снова напоминало тем, кто участвовал в спасении, о том дне, когда все могло завершиться иначе. Алексей с Айсом возвращались к своим патрулям, но теперь каждый их шаг был отмечен новым смыслом. Они знали, что их работа может спасти не только один вид, но и целую экосистему. История тигренка стала вдохновением для местного сообщества. Люди стали внимательнее относиться к природе, меньше оставлять мусора у рек, сообщать о браконьерстве и помогать рейнджерам. Центр реабилитации получил поддержку и новые волонтеров, желавших участвовать в сохранении редких видов. Эта история больше, чем рассказ о спасении тигренка. Это напоминание о том, как тесно связаны судьбы людей и животных в дикой природе. Это пример того, что смелость и преданность одного пса способны изменить чью-то судьбу. Это также история о терпении, о грамотной реабилитации и об умении отпускать. Алексей часто возвращался мыслями к тому дню. Он думал о том, что произошло бы, если бы не Айс. Он думал о том, что иногда человек и природа вступают в баланс, но без заботы и уважения этот баланс рушится. И он чувствовал гордость не только за спасенного тигренка, но и за своего верного друга, который стал настоящим героем. Лет через несколько на одной из камер ловушек снова появилось изображение взрослого тигра, охотящегося недалеко от того места, где его когда-то спасли. Никто не может с уверенностью сказать, был ли это тот самый тигренок, но люди, знакомые с той историей, верят. Возможно, где-то в глубине тайги живет сильный зверь, который запомнил доброту и спасение. А где-то рядом, по-прежнему патрулируя, идет белый лабрадор, и взгляд его иногда задерживается на линии горизонта, будто он слушает отдаленный рев, знакомый и дорогой.